Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых вкусных и любимых всеми кремов. Это крем-пломбир для начинки и украшений тортов, пирожных и капкейков. Готовить я его буду сегодня самым простым старым способом – на муке. Без использования кукурузного крахмала, без сливок. Крем получается со вкусом всеми любимого мороженого пломбир. По этому рецепту на муке крем получается необыкновенно бархатистым, нежным. Многие очень боятся этого варианта приготовления на муке, потому что появляются комочки. Но я же в данном видео покажу, как правильно его приготовить без комочков и чтобы он сразу у вас получился. Итак, 350 мл молока довожу до кипения, но не кипячу. 100 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара, 50 грамм муки. Просеиваю в сахар. Заранее я эту муку уже просеяла, то есть здесь я просеиваю второй раз. Вот это очень важно, чтобы сразу нам избежать комочков. Перемешиваю муку с сахаром. И это тоже важно. Вот эти шаги, которые я показываю, если все их правильно выполнять, у вас все получится. 150 мл холодного молока. Добавляю к сухой смеси сначала половину молока, перемешиваю основательно. И вторую половину добавляю уже, когда масса достаточно гладкая. И все перемешиваю. 2 яйца размера среднего здесь, разбиваю у них пленочки и добавляю к мучной смеси. Молоко у меня уже практически закипело, и как вы видите, на начальном этапе у нас уже нет комочков. Вот это очень важно. В закипающее молоко вливаю тонкой струйкой. При непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном на умеренном огне я довожу всю эту смесь до кипения. И кастрюлю здесь беру намеренно пошире, не ковшик, а именно более широкую кастрюлю. На умеренном огне, то есть из 9 делений на 3-м делении я довожу до кипения. Вот пошли сейчас первые пузыри. И здесь я провариваю дольше, чем кукурузный крахмал, если бы мы на кукурузном крахмале варили крем. Примерно 1,5 минуты я увариваю всю эту смесь. 1,5-2 минуты. И снимаю ее сейчас с огня. Она загустеет, но чтобы была она стабильная, проваривайте, не бойтесь. И непрерывно помешивайте. Вот это важно, когда мы делаем все на муке. И видите, нет никаких комочков. И сейчас покажу еще один лайфхак, чтобы смесь не была у нас с комочками. Обязательно добавляю туда 50 грамм сейчас холодного сливочного масла. И все перемешиваю. Смотрите, какая гладкая, красивая у нас текстура получилась. Переливаю сейчас в ту емкость, где масса будет остывать до комнатной температуры. Предварительно также перемешиваю просто венчиком. Никаких миксеров я здесь не использую, потому что с самого начала мы все смешивали правильно. Переливаю сейчас в емкость, где остывать будет до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния. Смотрите, донышко у кастрюли у меня абсолютно чистое, то есть ничего не подгорает, несмотря на то, что делали на муке. Непрерывное помешивание, умеренный огонь, и кастрюля обязательно должна быть с толстым дном. Накрыла пищевой пленкой в контакт и остужаю до комнатной температуры. 200 грамм размягченного сливочного масла взбиваю до побеления и пышности, примерно около 3 минут. Масло не должно быть очень холодным, но и не очень теплым, иначе крем будет жидким. Примерно 23-25 градусов Цельсия. Сейчас по 1-2 столовых ложки заварной основы добавляю к маслу и быстро прорабатываю. Заварная основа без комочков. Главное вовремя просеять муку, хорошо перемешивать на всех этапах, чтобы не было комочков, и все у вас получится. И не нужно бояться этого крема. Если вы хотите, допустим, использовать этот крем только для начинки, вы можете масло не 250 грамм брать, а где-то 180-150 грамм. Этого будет достаточно. Я же показываю здесь универсальный вариант, который подходит и для украшения, и для начинки. Поэтому масло я беру 250 грамм. Взбиваю сейчас вот так до пышности всю эту массу. Крем готов. Сейчас перекладываю в кондитерский мешок. Вот так идеально он отсаживается из насадки с кондитерской. Кондитерская насадка у меня здесь 1М. Для шапочек у капкейков, то есть все это можно использовать. Крем бюджетный получается из самых простых и доступных продуктов.
Естественно, этот крем также можно использовать и для начинки тортов. Если вы немножко охладите этот крем, буквально чуть-чуть в холодильнике, из него смело можно делать и цветы. Лучше всего этот крем окрашивается жирорастворимыми пищевыми красителями, но и гелевыми водорастворимыми пищевыми красителями он также хорошо окрашивается. Этим кремом вот в такой консистенции, как я вам сейчас показываю, прекрасно можно выравнивать торты. Если вы будете следовать рекомендациям, которые я даю здесь в данном видео, все у вас получится. То есть проваривать его после закипания нужно дольше, чем на кукурузном крахмале этот крем, и тогда он будет стабильным. Очень аккуратно смешивать уже просеянную муку с сахаром, и все получится. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.